Привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такой световой эффект для текста в программе Adobe Photoshop. Дублируем наш фоновый слой, нажимаем Ctrl-G, берем инструмент горизонтальный текст и пишем наш текст. Теперь его отредактируем. Я это делаю с помощью инструмента перемещения. Зажимаю Shift-Alt, немножко увеличиваю его. Помещаю текстовый слой на низ. Убираю видимость слоя. Я применяю вот такой шрифт. Вы можете использовать любой другой. Желательно, чтобы он не был толще, чем этот. Теперь мне надо затемнить фон. Я создаю корректирующий слой Hue Saturation и снижаю насыщенность и яркость. Примерно на такие параметры. Теперь надо растрировать текстовый слой. Жмем правую кнопку мыши и нажимаем растрирование. Копируем его, нажимаем Ctrl-G. Переходим на нижний текстовый слой, зажимаем Ctrl-T, вызываем свободное трансформирование. На тексте нашем нажимаем правую кнопку мыши и нам надо отразить текст по вертикали. Теперь надо немножко упустить текст на низ. Примерно вот так. Я это делаю с зажатой клавишей Shift. Теперь нам надо настроить перспективу. Я опять нажимаю Ctrl-T. И левой кнопкой мыши нажимаем перспектива. И настроим нашу перспективу. Примерно вот так. Убираем видимость слоя текстового нижнего. Проявляем этот слой. Зажимаем Alt, создаем отправочную маску. Нажимаем левой кнопкой мыши. Переходим на текстовый слой и настроим параметры наложения. Нажимаем левой кнопкой мыши. Выбираем такую вот обводку. Оставляем примерно вот такие параметры. Теперь настроим внутреннее освещение. Активируем. Можно оставить вот такие параметры. Параметры внешнего освещения можно оставить примерно вот такими. Потом нажимаем ОК левой кнопкой мыши. Теперь переходим на нижний текстовый слой. Настроим размытие. Заходим в фильтр, Blur, Gaussian Blur. Размытие по Гауссу. Настроим примерно вот такие параметры. Нажимаем ОК. Настроим параметры наложения для нижнего текстового слоя. Двойным кликом активируем их. И нас интересует нижнее поле. Нажимаем Alt. И нам надо, чтобы ползунок раздвоился. Вот так. Левой кнопкой мыши вот так втягиваем. И мы видим, как проявляется асфальт внизу. Оставим примерно вот такие параметры. Нажимаем ОК. Теперь надо добавить градиент на нижний текстовый слой. Сжимаем маску. Переходим к инструменту градиент. Цвета от черного к непрозрачности. Линейный градиент. И теперь его настроим. Проводим вот такую линию, сжатой левой кнопкой мыши. И мы видим, что внизу уже появилось затенение. Мы получили желаемый результат. В описании к видео я оставлю ссылку на скачивание PSD файла, где можете потренироваться. Всем спасибо за внимание. С вами был канал ProCreative. Комментируйте, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!